Я знаю, что такое рекорд. Это когда у меня 15-0, это я пизды давал. Вот хочу тебе подарить, так как ты танцор у нас, танцор диска. Ну смотрите, вот человек идет в профессионалах без поражений 15-0. Если бы у него кардио чуть побольше было, он бы еще Дениски там накачал, будь здоров. Если что, ты, короче, либо отбивайся, либо скажи, что они у тебя есть. Что вы хотите, чтобы я сказал, чтобы это вам понравилось? Приветствую вас, друзья, на нашей конференции, посвященную легендарному поединку Артема Лобова и Дениса Беринчика. Давайте поприветствуем нашего первого бойца и встречаем Артем Лобов! Вам привет. Легендарный боец, основоположник кулачных драк, близкий друг Махача, бренд-амбассадор Махача и один из людей, благодаря которому Махач существует и продолжает существование. Спасибо тебе, Артем, что ты с нами. Спасибо вам. Поприветствуем его оппонента и встречаем Денис Беринчик. Здорово. Заслуженный мастер спорта по боксу, серебряный призер Олимпийских игр, действующий чемпион по версии WBO International. Поприветствуем еще раз Дениса Беринчика. Можем начинать, друзья. Ваши вопросы. Всем здравствуйте. Первый вопрос к Денису. Денис, как ты считаешь, зарешает ли боксерская техника в кулачном поединке? На что ты ставишь акцент? И скажи, это будет все-таки рубка или бокс? 3 вопроса для меня слишком много. Давай определимся, я отвечу на какой-то... Зарешает ли боксерская техника в кулачном поединке? Как ты считаешь? Думаю, тут должен зарешать само физическое состояние человека, как он подготовится на поединок, а боксерская техника, она там, в принципе, не нужна. Там совсем другие нужны моменты. Спасибо. Можно сразу еще раз вопрос теперь Артему. Артем, скажи, что ты считаешь своим преимуществом в этом бою? Ну, конечно же, опыт. Это первое. Опыт кулачных боев. Нужно именно понимать, как вести поединок, именно кулачный поединок. Когда я только начинал, мой первый бой был именно по кулачным боям, я не знал, как что готовиться. И я, на самом деле, выбрал такой боксерский подход. В Ирландии у нас очень много серьезных боксеров, и олимпийских призеров в том числе. И я как бы с ними стал тренироваться. Но, проведя первый бой, я понял, что это совсем другая история, совсем другая тема. И нужно именно выбирать подготовку специфически для кулачных боев. То есть здесь и именно физподготовка в плане раундов, их длина, 2 минуты, их количество. Также нюансы технические. Вот. Поэтому... Спасибо. И еще есть один вопрос. Андрей, к тебе. А бой Беринчик-Лобов будет в рамках следующего сезона Махача или это будет отдельно в отдельной локации с продажей билетов зрителями? И да, и нет. Отдельная локация, понятно, билеты, зрители, дай бог, чтобы не было карантина, но это будет в рамках нашего стандартного ивента «Махач», на который уже, к счастью, смогут попасть люди, посмотреть, лицезреть вживую. Но это будет, понятно, бой вечера, и, скорее всего, по регламенту он будет четко в 10 часов вечера по Киеву. То есть, если что, мы сместим основной карт немножко для того, чтобы наши уважаемые легендарные бойцы смогли максимально подготовленно выйти в это время. Пацаны, заберите у него телефон. Микрофон, телефон, все заберите. Продолжаем. Есть вопрос. Денис. Вопрос один и тот же, по очереди хотел бы задать и Денису, и Артему.
Вот современная промоутерская индустрия, бойцовская, неважно, это ММА или бокс, скажем так, она находится в плену такой манеры продавать бои, да, может быть, такой не очень честный, не очень чистый, то есть это обязательный трэш-ток, это обязательные провокации, да, это какие-то, да, там, громкие заявления до боя. Можем ли мы ожидать чего-то подобного в случае вашего поединка, или это останется такой исключительно джентльменский спор двух спортсменов? Спасибо. Ну давайте начнем прямо сейчас. Артем, когда-то у тебя там был замес с компаншкой Нурмагомедова, они там напали на тебя. Братан, вот тебе 2 ляща. Если что, ты, короче, либо отбивайся, либо скажи, что они у тебя есть, и пускай они от тебя отстанут. Слушай, ну, раз мы начали тему подарков, я тоже не с пустыми руками пришел. Я знаю, что ты там учился чего-то танцевать. Да. Вот хочу тебе подарить, так как ты танцор у нас, танцор диска. Это вообще футболка, но для тебя, я думаю, будет как платье по длине. Ну, извиняй. Спасибо, братан. Спасибо. Красавчик, 1-1. Поехали дальше. Можно сказать, что начало положено. Конечно. Спасибо. И это только начало. Прекрасно. Продолжаем, друзья. Еще вопросы. Да, меня зовут Коваленко, да. Виталий Коваленко. Виталик, да. Да, и у меня первый вопрос к Артему Лобову. Смотри, Артем, все, кто имеет какое-то отношение к голым кулакам, у них сейчас вот идет такая дискуссия вечная. Вот мы вчера приходили на Махач, подходит человек, здоровается, и сразу первый вопрос. Ну что, твой прогноз? И все там эксперты, советчики, прогнозисты, там все свои какие-то тезисы, там свои теории выдвигают. И главный аргумент в пользу Артема Лобова, главный такой, ну, монолитный такой, так сказать, это то, что Артем Лобов на голых кулаках победил не абы кого, а самого двукратного чемпиона мира Пола Малиньяджи. Пола Малиньяджи, который боксировал в свое время с Мигелем Котто, с Заба Джудо, с Амир Ханом, с Дэнни Гарсия. Короче, перебоксировал со всеми топами, реально был суперзвездой, выиграл даже у нашего чемпиона Сенченко, отобрал у него титул. С одной стороны, это так. Но с другой стороны, Артем Лобов реально победил Пола Малиньяджи, который был на пенсии, который вышел через 2 года после окончания карьеры на бой. И при этом последний бой он проиграл нокаутом ноунейму. Как сам считает Артем Лобов, является ли победа над Полом Малиньяджи его самым таким большим аргументом в предстоящем поединке с непобежденным боксером Денисом Беринчиком, человеком, который прошел Олимпиаду, который реально находится на пике и который действительно бьет посильнее, чем Пол Малиньяджи? Виталик, в лагерь Беринчика пересаживайся сразу. У меня потом будет колкий вопрос и для Дениса. Конечно же, какой-то индикатор по-любому это является, да, тем не менее, он же и был чемпион двукратный, и я себя чувствовал довольно-таки комфортно против него, да, но это не единственный аргумент в мою пользу. Точно так же есть тот аргумент, что я намного габаритнее, чем Денис, да, и в этот раз буду еще более габаритен, потому что я опускаюсь в вес 64 килограмма, то есть я буду совсем гигант по сравнению с Денисом. Он хоть и парень крепкий, но все же размер свое тоже влияет. Тем более, если учесть тот факт, что здесь разрешена борьба, разрешен клинч. Да, когда ты чисто боксируешь, размер, может быть, это не столь влияет. Но когда есть клинч, и ты начинаешь человека туда-сюда мотать, раскачивать, это очень много забирает сил, и он просто физически меня не вытянет. Поэтому я думаю, что Дениске будет нелегко 19 июня. Спасибо за ответ. Можно я вставлю свою ремарку? Просто я с Денисом уже знаком много лет. И я помню, у них перед олимпийская подготовка заключалась в том, что Денис при весе 64 килограмма, он обязан был держать этот вес. Он выступал на чемпионате Киева, на чемпионате Украины до 69 килограмм.
Вот я не помню, или до 75, я точно помню чемпионат Я же города сам не Киева. помню, бухой пришел, запишите мне в любую весовую. Он проходил Мне нужно мастеров боксера. спорта в 69 килограмм, при весе 64 легко. Ну, а я выступал в 77 килограмм, то что ж для меня как бы проблема-то не будет. Это он выступал с теми. А со мной будет совсем другая история. Это во-первых. А во-вторых, опять же, повторюсь, там было по боксу, его стихия. Здесь не бокс. Человек, который ни разу не работал в клинче, не представляет даже, что такое. Спросите у любого борца, у любого тайца, допустим, чтобы если он поработал с боксерами. Они вам скажут, что боксеры новички в клинче. Они этого не знают. И у него просто нет времени, чтобы что-то там понять, чтобы его кто-то чему-то научил. Если он начнет сейчас пытаться чему-то учиться, у него просто в голове будет путаница. И когда он будет в бою, когда вот со всех сторон камеры, со всех сторон тысячи людей смотрят на это, в голове просто путаница. Поэтому я бы ему даже не советовал пытаться что-то там учиться в клинче. Я сам ему все покажу 19-го. При этом Денис нанял себе тренера по клинчу Анатолия Шпанарского. Это легендарная личность. Да, и еще такой вопрос. В принципе, как готовиться Денису Беринчику под Артема Лобова, под левшу? В принципе, понятно. Вопрос, Ну как... и опять же, я хочу сказать, с чего ты взял, что я левша? На самом деле я правша. Я дерусь в любой стойке. С левой стороны, в правой стороне. Могу вообще руки сбоку держать и драться. Я и так тоже дрался. Поэтому в какой стойке я выйду, это еще не гарантированно. Да, вот я и хочу продолжить мысль. Дело в том, что как отбоксирует Денис Беринчик, тоже никто не знает, потому что к нему подготовиться нереально. Он может боксировать в левше, в правше, он может боксировать классически на шикарном челноке с дистанцией, может боксировать вторым номером, двигаться вокруг, может пойти вперед в стиле Васи Ломаченко, может навязать свою рубку в стиле Дениса Беринчика, топового 2011-2012 года, который просто прошел мир и Олимпиаду. Как подготовиться к человеку, которого невозможно спрогнозировать? Ну, мне особо не нужно там... Вот и опять же, здесь мне поможет в этом плане клинч. Потому что если он начинает как-то двигаться, и мне непонятно, я не понимаю ситуацию, я его просто беру за шкирку одной рукой, как вчера было на Махаче у нас. Второй навтыкал и пошел домой праздновать. Он тоже, кстати, на автор-пати приглашен. Вот. Так что в этом плане я знаю, как можно действовать. Ему же, если я что-то делаю, да, и он не будет со мной будет совладать намного сложнее. Опять же, габариты очень многое будет решать. И если, допустим, в боксе есть 12 раундов, то есть хотя бы шанс на то, что ты можешь измотать соперника, то здесь всего лишь 5 раундов по 2 минуты. Измотать соперника очень-очень сложно. И здесь сила удара, мощь удара очень многое решает. Здесь больше все заточено под атаку, нежели под оборону. Спасибо за ответ. Я могу задать вопрос, Денис? Да, конечно, давай. Денис. Я думал, ты только начал. Я помню, как взлетела твоя любительская карьера. Это был 2011-2012 год. Я просто знаю предысторию. Таким вот твоим а-ля паровозом был Василий Ломаченко. То есть до этого главным спарринг-партнером Василия Ломаченко был мой одноклубник, мой старший товарищ Олег Малиновский. Там 10-11 год Олежка немножко словил звезду, начал лениться, перестал ездить, и вызвали Дениса Беринчика. Денис Беринчик начал ездить к Василию Ломаченко, с ним тренироваться, с ним стоять в парах, с ним готовиться. И просто выстрелил. 11 год прошел мир, выиграл у олимпийского чемпиона из Кубы. В 12 году прошел Олимпиаду. Был 13-й год офигенный по VSB, шикарное выступление. И потом паровоз Василий Ломаченко уехал в Америку. И реально наблюдался спад. То есть в 13 году Денис Беринчик, после 13 года, 14-15 год, уже любительская карьера была не на пике. Уже был проигрыш в Казани. Было поражение по VSB. Неинтересные соревнования. Мне. Скучно стало. После Олимпийских игр боксировать на чемпионате города, на восходе, пойми сам. Не находил себе мотивации. В том-то, да, в этом вопрос. Отдыхал сейчас красиво. нету паровоза, который может тащить и за которым тянется Денис Беринчик. Какая сейчас мотивация? Откуда ее брать?
как собираешься прогрессировать, потому что пик реально был, ну, там, 12-13 год. Ну, мое мнение. Я, конечно, могу ошибаться. Сегодня уже разные мотивации на сегодняшний день, так как это семья, это гроши, это узнаваемость, это популярность кулачных, в первую очередь, боев. Совсем новая ступенька, почему бы и нет, начать заново все. Не такой уж уже и пенсионный возраст, 33-й год. Возраст еще, Христа. Еще ничего не растеряли. Боец, он стареет только тогда, когда он проводит тяжелые бои. В принципе, пока что тяжелых боев нету. И вот готовимся на тяжелый бой. 19 июня тебе будет 55, значит. Юбилей твой справим. И у меня еще один вопрос Денису Беринчику. Смотри, Денис, за время там своей такой вот публичной карьеры ты поменял там 4 тренеров. Сначала это был Юрий Иванович Ткаченко, потом был Сергей Ватаманюк, потом был Станислав Григорук, сейчас Егор Голуб. То есть 4 тренера там за последние, грубо говоря... И Анатолий Шпанарский. Пятый. Еще. Пятый, да. 5 тренеров за последние, грубо говоря, 5-6 лет. Как губка впитываем от всех знания и развиваемся. То есть будет, еще планируется смена тренеров? Не, я думаю, только добавлять можно. Добавлять? Да. Все, спасибо за ответ. Ребят, вам крутейшего боя и подготовки. Спасибо. Спасибо, Виталик. Так, следующий вопрос. Передавай микрофон, пожалуйста. Добрий день, мене звати Віталій, я журналіст інформаційного агентства «Укрінформ». Запитання до пана Дениса Берінчика. Денис, ви професійний боксер, а кулачний бій є травматичним спортом. Чи не вважаєте ви, що можливий бій з Артемом Лобовим може негативно вплинути на вашу кар'єру професійного боксера? І скажіть, будь ласка, для чого вам взагалі потрібен цей бій? Дякую. Ой, только негативно могу на свою карьеру я повлиять, а не мои травмы. С травмами я на «ты», и так как я 21 год в спорте, есть различные травмы, от локтей, плечей, разрыв губ плечевых, переломов пальцев. Это не новость для меня. Значит, нужна хорошая будет реабилитация после таких травм. Если они будут. Дякую, удачи. Спасибо. Спасибо, Максим Маджиков. Так, ну у меня тут много вопросов. Первый вопрос, Артем, к тебе. У тебя были нокауты, ну, ты выигрывал нокаутами в ММА, но не выигрывал еще нокаутами в голых кулаках. Как ты думаешь, твое преимущество в габаритах сможет тебе предоставить такой шанс в поединке против Дениса Беринчика? Я думаю, да, предоставит. На самом деле, я надеюсь, что наш поединок будет настоящей зарубой. Потому что я бы хотел, чтобы наш поединок зажег интернет, взорвал интернет, чтобы хайлайты потом блистали по всему миру. ММА, боксу, голых кулаках, по всему. Вот. Но, конечно же, я всегда иду до нокаута, я всегда иду только вперед, рублюсь до конца. А защита, оборона – это не особо моя тема. У меня никаких нет проблем получить немного. Главное, чтобы самому навалять как надо. Поэтому я не буду менять свой план на этот бой. Будет все точно так же. Я буду идти вперед и рубить его со всей мощи. А там уже будет, что будет. Денис, вопрос тебе. Артем? Я сразу продолжу. 3 пропустил, 5 нанес. Это такая же моя структура ведения поединка. Цель в этом поединке будет показать всю дистанцию, красочный бой, либо же цель это нокаут, финиш? Да не хочу ничего загадывать, как оно пойдет. Это поединок будет на грани, можно сказать, по ножу, по лезвию острого ножа мы будем ходить. И там каждый удар до 30 килограмм, либо 50, а не надо залетать, чтобы 20, ему хватает, чтобы боец был в состоянии гроги, либо ему отсчитали, либо он ушел в нокаут глухой. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Артем. Денис говорил, что у него рекорд на улице это 500-0. 500... Нет, там 2 было. Ну, то неопределенная компашка, как вот тогда было с Нурмагомедовым. Артем, расскажи про свой уличный послужной список и про свой рекорд на улице. Ну, если честно, я уже на улице так давно не дерусь, стараюсь не драться. Как я
перешел в профессиональный спорт, у меня такое правило, я бесплатно не дерусь. Потому что один поедет в больницу, второй поедет в полицию. В принципе, никто не выиграл. Вот, поэтому я особо этим не занимаюсь. А тот, который у меня до этого был рекорд как бы на улице, я еще тогда боями не занимался, но всегда рубился, дух уже был. Вот, поэтому там особо рекорд не помню, были победы и поражения, но рубился всегда до победного. Супер. Я уверен, что интернет еще не знает, наверное, ответа на такой вопрос. Вы еще, наверное, такое не рассказывали, но вопрос к вам. Расскажите про свои самые, наверное, нелепую драку на улице. Потому что Дениса бои мы некоторые видели в интернете на улице. Хотелось бы услышать от тебя какую-то такую интересную историю. Ну, прям таких никаких нелепых особо не было. Когда мы в школе учились, у нас, так скажем, были правила, да, небольшие, там, никакими там оружием не понимать, там, ни дубинами, ни камнями. То есть, если деремся там раз на раз, то деремся. Даже, насколько помню, там, ногами не запрещено было пинать, у нас там свои правила были, именно на голых кулаках как раз дрались, вот. Ну, это у нас было в порядке вещей, то есть, я же рос в России, город Заволжье, в 90-е, у меня очень криминальный город, у нас в городе в свое время была построена зона, то есть город всего 50 тысяч человек, очень много индустрии, там заводов разных, и вот была построена зона, и все зэки работали именно там. После того, как они освобождались, они оставались жить в городе. Поэтому у нас полгорода — это бывшие сидельцы. И у нас рубки были просто день и ночь постоянно. Там рекорд такой, что я даже стольки считать, наверное, не умею. Это было просто там каждый день, как делать нечего. На стройку собрались, давай, все в круг стали, порубились, пошли домой. Супер. Еще один вопрос такой по поводу простоя. Как ты думаешь, твой простой, то, что ты не участвовал в поединках долгое время, оно как-то сможет повлиять на этот бой? Если честно, я не верю в простой. Простой тогда влияет, если ты ничего не делаешь в это время. Как зачастую и бывает, да, когда уже там люди более там известные, давно в карьере, когда у них нет боев, они просто отдыхают, там не особо тренируются. Я же этого не делал. У меня даже, к примеру, простой был, но у меня даже должен был быть бой. То есть я готовился к боям, я постоянно тренировался, причем с очень высококлассными ребятами, как, например, Джон Невин, который тоже серебряный призер Олимпийских игр, там, чемпионы мира. То есть у нас очень много серьезных боксеров в Ирландии. Поэтому у меня не было простой. Я постоянно этим занимаюсь, постоянно тренируюсь, постоянно улучшаюсь. И плюс я прибавляю очень сильно от боя к бою, считаю, потому что я не так рано пришел в спорт, да, 21 год начал заниматься. Поэтому я еще на той стадии нахожусь, когда можно прибавить довольно-таки много. И я считаю, что я покажу то, что прибавил 19 числа. Супер, Денис, вопрос к тебе. Да, я добавлю по поводу того криминального города, там, где он родился и жил. Он посмотрел на тех зэков и думает, куда я попал, надо ломиться в Ирландию. Ну, если честно, примерно так и было. Конечно, не совсем у меня мама вообще сама учительница начальных классов, но потом стала заниматься бизнесом, у нее были свои 2 ювелирных магазина, и в какое-то время у нас начались серьезные проблемы именно вот там с мафией, как это называлось, причем очень серьезные, и так карта встала, что или возможно что-то очень серьезное случится, или нужно просто куда-то переезжать. Поэтому Денис здесь в чем-то прав. Денис, вопрос к тебе. После того, как ты бросил вызов Артему Лобову в конце своего поединка... Я 7 раз передумал. Нет, спрос, интерес к тебе вырос просто колоссальный спрос, и тебе начали бросать вызовы. Ребята из России, да, там, я так понимаю, парень, который вместе с тобой участвовал на турнире по боксу. И ты сам писал в постах, что к тебе начали сыпаться очень громкие предложения. Расскажи немного, или приоткрой занавес немного этих предложений. Это были предложения по боксу, либо еще какие-то громкие бои на голых кулаках? Матчмейкер писал, да, с Российской Федерации. И предлагали, конечно, но есть сегодня бой с Артемом Лобовым, и пока что мы не рассматриваем никаких предложений, так как у нас есть поставленные задачи. После поединка мы посмотрим, так как есть еще боксерская карьера, главное, чтобы не было у нас никаких у обоих травм, и почему бы и нет боксировать на разных промоушенах нашей страны, мира даже, я бы так сказал.
Как ты думаешь, это повысит твои рейтинги в боксерской среде? Можно будет, конечно, диктовать условия и на себя чуть-чуть тянуть одеяло и уже договариваться по-правильному, а не быть андердогом. И еще такой вопрос тебе. Помимо Дениса Беринчика, да, с которым у тебя будет поединок, у тебя еще был конфликт с Зубайрой Тухуговым. Хотел ли бы ты его вызвать после боя с Денисом сюда в Махач? Ну, у меня всегда вызов к нему, как говорится, готов. Я всегда жду этого боя. Когда у него объявляют бои в UFC, я всегда пишу UFC сообщение и говорю о том, что я готов выйти бесплатно на этот поединок. Поэтому вызов всегда есть. Он не только после того боя. Этот бой, который мне всегда будет интересен, даже когда моя карьера уже закончится, и я не буду профессионально выступать, если мне появится возможность с ним встретиться на ринге, то я обязательно приму. Поэтому... Супер. Андрей, вопрос тебе. Все, наверное, уже видели и просто ошарашены тем, что ютуберы делают мировые боксерские поединки. Да, вот Пол нокаутировал Бена Аскрина. На 19 число ты готовишь? Ну, хотел ли бы ты тоже затянуть таких интересных, громких имен из поп-шоу-бизнеса? Именно в бои? Как раз таки вот... Спойлер, да, Марвин? С Филом мы общаемся, даже вместе тренируемся иногда. Ему интересно, но опять же, знаешь, ему каждый раз на каждом махаче, наверное, минимум по 2-3 человека бросают вызов, если не ошибаюсь. Но, знаешь, это дать им дорогу как бы за счет Фила, ну, тоже неинтересно. Не-не, имею в виду тоже блогер против блогера, либо блогер против какого-то такого спортсмена, как вот, например, Пол против Бена Аскрина. Но, опять же, надо рассматривать Махач со стороны спортивной организации, поэтому мы делаем именно вот такой бой, а не делаем какой-то там дневник Хача, там битву блогеров и так дальше. При том, что, ну, Фил, он и блогер, но он и спортсмен. Это такая вещь интересная. Знаешь, можно сделать хороший поединок. Но большинство, скажем, медийных лиц, по крайней мере, ну, которые там в нашем каком-то окружении, я вот, например, на рынке Украины достойного там оппонента на данный момент Филу не вижу. Может, там в комментариях там пишите и так дальше. Опять же, если брать рынок России, Белоруссии, опять же, разные цифры, разные гонорары. Ну, во-первых, опять же, мы идем по спортивному пути. В этом и наше отличие от других там поп-ММА промоушенов. Мы как бы не рассматриваем себя как поп-ММА, вот бойцы не дадут соврать. Вон сидит Коля Кеуш, это вообще профессиональный боксер. Боря сидит, он здоровяк, 123 килограмма. То есть здесь все с такой базой, как бы, ну, выше среднего. В дальнейшем возможно. Но вчера же к вам на турнир заходили футболисты, Милевский с Алиевым, и Пижон бросил вызов Алиеву. Спойлер, да? Да, такая ситуация неожиданная даже для меня. Пришел Вова в костюме, как там Джеймс Бонд, и говорит, я хочу сказать. А он мне не говорил, что он хочет сказать. Ну, дали ему слово, и он знал, что Алиев ходит для своего блога, снимает видосы с Артемом Милевским, и бросил ему вызов. Саша растерялся, конечно, и первое, что он сказал, я подумаю. Поэтому, если будем общаться, договоримся, ну, что-то такое, возможно, вот будет. Но, опять же, сейчас будем смотреть, как там Саша отреагирует и так дальше. Пижон, он хоть сейчас подерется, посмотри на него. Ему скажешь, он и сюда сейчас выйдет, подерется. Пока все, еще потом будут Спасибо, вопросы. Максим. Да, пожалуйста, Влад. Да, Владислав Дунаенко. И уже поднялась тема пересечения профессиональной боксерской карьеры и боев в Махаче. И несмотря на то, что вот Андрей правильно говорит, что Махач развивается как раз по спортивной составляющей, все-таки это еще не тот уровень профессиональный, который боксерские поединки устраивают. Можно ли сказать, что тем, что ты вступил на эту почву кулачных боев, ты не видишь больше каких-то больших перспектив в профессиональном боксе и подготавливаешь почву для того, чтобы перейти потом вот в такое более медийное пространство? Это была весна, мы провели поединок, нечем было заняться на карантин, почему бы нет. Дальше продолжается будет карьера весной, осенью и зимой, и пока что мы еще не ушли, у нас еще есть контракт по боксу, и это всего лишь шаг вперед. Быть тренированным,
провести такой поединок с опытным бойцом – это большой плюс. И еще вопрос. Каждый твой боксерский поединок запоминается какими-то твоими супер выходами каждый раз. Они оригинальные. Будет что-то такое подготовишь на выход на Махач? Я думаю, если ребята с Махача разрешат, то мы устроим феерический выход. Договоримся. У меня есть один вопрос. Мы сейчас наблюдаем одну такую тему. Артем в своих словах максимально уверен. Он постоянно говорит тебе, что возьмет тебя в клинч, он больше тебя по габаритам. Зная тебя и твой подвязанный язык, ты, в принципе, тоже можешь что-то ответить, но почему-то сейчас ты молчишь. Что с тобой не так? А это серьезные, получается, соревнования будут, которые 19 числа. И там, я же говорю, что есть другая сторона медали. Вот как, например, все будет хорошо и все отлично, вот так может быть и противоположно. Я понимаю, но Артем максимально уверен в своих словах, которые он тебе говорит. А ты какие считаешь, это были просто... слова? Клинч? Ну, те же самые слова, то, что он будет избивать тебя в клинче. Ну, как красавчик. котенка, да, там, или еще красавчик. что-то. Ну, это ж в итоге все ребята потом Да, выходили и ты ни думаешь, разу не это могли просто попасть. слова? Ну, все из тех 15, которые выходили, ни разу не могли достать меня, либо рассечь, либо просто шатануть, либо дать как-то по корпусу за 12 раундов. И приезжали мексиканцы и японцы, и все были в рейтинге мировых. И, ну, это все слова. То есть это все слова, по-твоему, правильно? Нет, у него это все будет возможность взять показать. клинч, ну, все то, что он, его, можно сказать, габариты, его, там, уровень его кулачных боев, он может всем воспользоваться. У нас есть свои козыря, вы увидите их 19 числа. То есть ты придерживаешься тактики «тише едешь, дальше будешь», правильно? То есть сейчас Да ты всё- ничего всё не будет. раскрываешь, ты спокойно Ну, себе все, сидишь, все будет, отвечаешь. но я не знаю, что бы сказать. Ну, что вы хотите, чтобы я сказал, чтобы это вам понравилось? Нет, ни в коем случае не нужно Все, делать не, он какой-то там говорит, он трэш-ток, будет мне просто клинчевать, но я интересно. ему верю, блин, будем в клинче, он, если он там опытнее, он будет там выигрывать, ну, я буду забирать свои очки с совсем другим Я тебя моментом. понял. Спасибо большое, спасибо. Передайте туда микрофон. Вопросик к Артему Лобову. Можно? Да, конечно. Артем, хотел бы такой вопрос задать. Подскажи, пожалуйста, как вы считаете, достаточно ли вам будет вашего опыта при 27 поединках, из них 15 поражений, выскочить как бы с бойцом такого уровня? Ну, здесь нужно отметить то, что в нашем вообще не только в кулачных боях, но и в боксе, и в ММА есть такой очень нюанс, да, к примеру. Вот если взять, допустим, Тайгер Вудса по гольфу, да, если он обыграет своего соседа, то об этом никто ничего не будет говорить, да, ничего такого. Но Тайгер Вудс не бьет, а вас будут бить. Если ты это сделаешь в боксе, то у тебя 1-0, и ты уже проспект, ты уже там идешь куда-то к славе, да. И так просто сделано, что в большинстве своем, не даже в большинстве, а практически все бойцы набивают рекорд. Ну, то есть дерутся там непонятно с кем, непонятно против кого. Я этим никогда не занимался. Мой второй бой в ММА был против 6-го номера в рейтинге Европы. И я его выиграл. Такое вообще никому не снилось. Ни из боксеров, ни из ММА бойцов. Никогда в жизни. Они никогда даже не мечтали выйти против такого серьезного соперника во втором бою. И с тех пор я дрался только с самыми лучшими. Вот. Поэтому... Здесь нужно смотреть объективно. Если вы, допустим, посмотрите футбол, да, вот взять, допустим, футбол, английскую лигу, где 20 лучших команд играют против друг друга, вы увидите, что там у большинства команд есть поражений, много поражений, но это, тем не менее, лучшие команды, потому что это и происходит, когда ты дерешься по-настоящему, когда у тебя настоящие бои. А вот эти все без поражений идут, это не настоящее, это просто придуманное чем-то. Ну, Поэтому... смотрите, вот человек идет в профессионалах без поражений 15-0. До этого у него было 500 боев по любителям, где вы, как говорите, он набивал рекорд. Сейчас он набил уже настолько, что набивать некуда. Но вы следующий, как бы, на кулончике черепов будет 16-я голова. То есть висеть у него. Я же вам про то и говорю, что вот он как раз У набивал... вас 27 поединков. Это ну, будет... как по мне, давайте Нет, еще вернемся. Давайте Смотрите, вернемся. У меня 27 поединков, Да. а у него пока что 0 профессиональных Возьмем поединков. карьеру UFC. Вы проиграли из 7 поединков 5. Таким же мешкам.
Ну, то Каким мешкам? О чем вы говорите? Ну, Я мешки. дрался... Вы дрались с мешками. Не, секунду. Там никого не было из топ-5 вообще. Даже Как из не было? топ-10. Ну, вы, если журналист, вы что-то, по-моему, свои факты не взяли. Во-первых, у меня был бой против Каба Свонсона, номер 4 в мире. Ну, это был бой ночи. То есть, да, я уступил. Как он закончился? Но это... Ну, вы в одну калитку проиграли. Ну, как-то пачка. Какого одну калитку? Это был в одну бой ночи. калитку. Чтобы получить бой ночи и $50 000 бонуса, в одну калитку проиграть не получится. Я забирал у Деньги него раунды. хорошие. Я забрал у него раунды. Майкл Джонсон. Майкл Джонсон человек, который все говорят, что самый лучший провел бой против Хабиба. То есть из всех соперников Хабиба, которые у него были, Майкл Джонсон лучше всех себя показал. Я с ним зарубился точно так же. Идя в третий раунд, у нас был счет 1-1 по раундам. Это топовые бойцы мира, которые входят в десятку лучших. А что было на Ultimate Fighter, когда мне поставили бойцов, которые чуть ниже, да, были, допустим, уровнем? Там все были бойцы с очень крутыми рекордами. И если я вам напомню, я выиграл все 3 нокаутами. А это удалось всего лишь 3 людям за всю историю Ultimate Fighter. А это шоу было на протяжении 10 лет. Вторые 2 человека — это Тони Фергюсон и Юрайя Холл. Только нам 3 удалось выиграть все бои нокаутом. То есть и вы все же склоняетесь к тому, что вам будет достаточно, да? Вашей Конечно, ударной техники. Прежде всего, меня интересует ваша ударная техника. Вы говорите, что он не сможет подготовиться за 2 месяца к тайскому клинчу? Ну, человек 21 год бьет руками, а вы будете боксировать на руках, драться на руках. Это кулачный, ударный спорт. Насколько мы все здесь знаем, и я, у вас руки висят, внизу просто. Вы вообще не боксируете. У вас нет ударной техники. Когда есть такая крепкая голова, руки поднимать не надо. Да согласен, сейчас самое. Но вы же понимаете, что вторая голова не вырастает, и голову не закачаешь. И вас не били профессиональные боксеры такого уровня. Как это не били? Был Пол Мальянджи, алкаш, ему 100 лет в обед. Он больше весом. Он больше весом, и он двукратный чемпион мира. летчик, давным-давно его сбили. Вы его выхватили просто так, немножко хайпануть. Это был бой больше для хайпа, нежели для спортивного интереса общественности. Если честно смотреть. Здесь же вы выходите на машину просто под танки. 15-0, он на ходу. Он просто переедет, шансов нет, 15, у вас нету шансов. Давайте Тайский клинч я сам тайский боксер. Тайский клинч за 2 месяца можно накатать, ехать и убивать. Ну да, может быть такой, как у вас, тайский клинч. Можно и за 2 дня натренировать. Клинч, а нормальный и за 2 года не состоит. По правилам Махача 2 рук не будет, будет 1 рука. Когда такие руки, как у меня, мне и полруки хватит. Так а какие руки вы плюс-минус одинаковые по размерам? Да какие одинаковые по размеру? Сейчас вас еще загонят я во время боя буду 73 килограмма. Сделать. Я во время боя буду 73 килограмма. Какого Если вы сделаете размера? вес, да? Конечно, сделаю. А потом зальетесь водой, выйдете, руки внизу и все. Все в калитку, между рук, у вас вот такая стойка. Что вы будете делать? Это вы потому что не умеете скидывать вес, а я умею гонять вес. Да. Я профессионал своего дела. Майкл Джонсон у меня есть знает мирового класса диетологи, которые помогают мне это сделать правильно. Поэтому на следующий день я буду мощный, здоровый, и Денису будет очень-очень нелегко там со мной. Наговорите ему здесь вы, а получать придется Дениске. Ты, Серега, наговорил. Я вам желаю хорошо подготовиться, хорошего поединка вам и Денису. К Денису вопросов нету, знаем его давно. То есть, а вам... я надеюсь, что клинч вы ему будете показывать. А вам здравия. Я у нас выиграл. есть серьезные специалисты с мировым именем, непосредственно с Таиланда, откуда вы говорите тайский клинч. Мы взяли человека, который... Нормально. А кто вас будет по рукам натягивать, я не знаю. Если вы понимаете, что такое на самом деле тайский клинч, и за 2 месяца только каша в голове будет. Да. Вот и все. А руки за 2 месяца вы поставите? Которые висят у колен? Да я постоянно руками работаю очень хорошо. На кухне ложкой я тоже постоянно работаю. Хорошо, довольно 4 раза в день. Но это же не то пальто, вы же понимаете. Как это не то пальто? Я спаррингуюсь постоянно с олимпийскими чемпионами, с олимпийскими призерами, с чемпионами мира. Каждую неделю. И ничего такого я там особого не вижу. То есть я давно пытался даже в бокс пойти, потому что я считаю, что если я на голых кулаках чемпионов мира бью, то уж одев подушки на руки, проблем для меня совсем не
не будет. Поэтому в плане того, что нужно и что выигрывает бои в таком спорте, как махач, да, здесь сила удара решает многое, габариты решают многое. Здесь нужно атаковать, здесь нет времени там что-то раскачаться, двигаться, измотать кого-то. Поэтому в этом плане у меня, я думаю, есть все преимущества. Вы 19-го покажете это все, да? Конечно. Ну, и опять же надо говорить, поэтому и выбрали Дениса. Должна быть интрига. Если все ясно, как вот 15 боев, которые у Дениса были, да, где и так все понятно. Там понятно, кто или выиграет. Как у вас, там нет никакого интереса. А здесь интерес в том и есть. Здесь интрига. Да, один крутой боксер, другой кулачных боев спортсмен. Здесь в этом и есть интерес. Никому не интересно смотреть бои, когда все уже предрешено и все и так понятно. Интересно смотреть бой там, где есть интрига. Здесь есть интрига. А Конор Макгрегор знает о вашем поединке? Да, Конор знает. Что он вам давал какие-то советы, что-то говорил? Мы всегда с Конором обсуждаем бои. Вопрос? Пока еще нет, но 100% обсудим. Мы всегда как бы смотрим соперников друг друга, анализируем и даем какие-то советы, там, помощи, еще как-то. Поэтому, да. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Хочу задать вопрос Артему. Что он будет делать, если у него не получится сделать клинч, который он так говорит, получится схватить. Все понимают, что в кулачных боях нету перчаток, а иногда даже в боксе сложно захватить соперника в клинч. И тут будут встречать, подойти будет очень сложно. Хотя, я думаю, бокс смотрели когда-то? Любой поединок, посмотрите, там клинч постоянно. Хотя клинч не разрешен, по сути, в боксе. Там это нет понятно, клинча, но все равно можно тем не менее, клинч. постоянно клинчуются боксеры. То есть два боксера, которые ни один, ни второй не знает клинч и не умеет там особо ничего делать. Тем не менее, постоянно клинч есть в любом боксерском поединке. Как здесь не будет клинча? Это во-первых. Во-вторых, руки ринг здесь очень довольно-таки маленький. Здесь не канаты, то есть здесь мешки, на которые можно упереться и облокотиться. Здесь легко взять. Но я думаю, что шансы где-то 50/50, и человек не понимает, что такое кулачные бои, потому что в России были поединки, когда выходил ЗМС против КМС, и КМС попал, и человек упал, и все. То есть тут один удар может решить весь исход. В любом бою так бывает. В любом бою это бывает. Человек попал, упал, и все. Это в том и интерес всего. Если бы такого не было, никому не было интересно. То есть у вас акцент только на клинч? Если клинч не пройдет... Почему? К примеру, когда я дрался с Полем Мальнаджи, я, допустим, рассчитывал очень на клинч, но судья там дело было в том, что еще неопытен был, и просто тупо не разрешал клинч. То есть как только мы клинчевались, он разнимал. И я во время боя понимаю, что клинчевать мне не дают, не могу использовать клинч, мне приходится боксировать, и я с ним боксировал без проблем, поэтому... Просто у боксера явно техника получше, и он будет встречать, точно попадать, это... Я не знаю, как... Вчера у нас был поединок, извините, я перебью, профессионального боксера, ты его, наверное, даже знаешь, Фёклин Реал, Коля Кеуш точно знает, против бойца ММА из Ровно, Сечки Валентина. Как раз разница в габаритах была примерно 7 килограмм, они в рамках Гран-при легкого веса дрались. Коля, ты видел этот бой? Не будем там говорить итоги, но вот то, что как раз Артем уже 3 раза говорил, Макс Маджиков подтвердит, разница в габаритах, ко мне подошел Реал, говорит... Я бью как в стенку. При том, что это, профбоксер, который там нокаутировал. Продолжай, пожалуйста. Я понял. А еще вопрос к вам. Будет ли... Сейчас до вам дойдет микрофон. Там уже очередь. Денис за вами сидит. Вопрос по рингу, по мешкагону. Будет в мешкагоне бой? Да, все по тем же правилам, как у нас стандартный махач. Я понял, спасибо. Спасибо тебе. Дайте, пожалуйста, в самый угол. Денис там давно руку держал. Вот тому здоровому парню, пожалуйста. А потом Денис Перч. Да, так как упомянули, скажем так, уличное бойцовское прошлое у каждого из вас, господа, у меня такой вопрос Денису и Артему по очереди. Много людей говорит, что бои на голых кулаках — это все-таки не спорт или в меньшей степени спорт, это драка. Да, то есть где проходит вот эта тонкая грань, сложно понять. Как вот вы сами считаете, что больше в боях на голых кулаках? Вот действительно такой старой доброй уличной драки, да, с какими-то там небольшими ограничениями, или это все-таки спорт, там, скажем так, да, какое-то ответвление бокса, которое вот эволюционирует, то есть как вы Я бы так и сказал, считаете? Это эволюция бокса. Мы там большинство джентльменов, все в бою придерживаются правил и не наносят
специальными там запрещенными ударами, либо это по почкам, либо по затылку. Рядом с боксом. То есть это все-таки больше спорт, который такой чуть более жесткий бокс, скажем так. Да, и есть добавок клинчи, ну и все такая, можно сказать, я бы сказал бы ее бы назвать, если со стороны профессионального бокса, грязь. То, что и есть в боксе. Благодарю. Артем, тот же самый вопрос тебе. То есть бои на голых кулаках, это ближе к уличной драке по правилам или это такой более жесткий бокс? Как ты сам считаешь? Нет, 100% это, да, более жесткий бокс. И больше даже скажу. Вообще все началось именно с голых кулаков. Вообще самый первый пояс, который когда-либо был разыгран чемпионский, это был пояс, выигран на голых кулаках. Выиграл его Джон Сулливан, ирландец такой, в Америке в 1882 году. Вот. Поэтому все пояса, в том числе и тот, что есть у Дениса, они именно вот с этого пояса начались. Вот. Да, там потом какие-то были нюансы, там люди, то есть, придумывали там или перчатки, или еще что-то, это уже другое. Но все началось именно с голых кулаков. Поэтому этому есть место быть. Плюс второй момент хочу сказать. Для чего люди занимаются спортом? Да, к примеру, вот такие, как там боксом, ММА. Большинство людей занимаются для самообороны, да, чтобы как-то там научиться, как вести себя на улице, как вести бой, да, как постоять за себя. Вот. Но и в этом плане голые кулаки намного ближе к уличной драке. На улице нет там раундов, ты не можешь там измотать, да, это сложнее. Нет там перчаток. Поэтому голые кулаки намного ближе к этому. Если ты как человек, который хочешь научиться самообороне, да, то голые кулаки вообще лучше этого нет. Понял, спасибо. Можно микрофон передать, пожалуйста, Денису Перчу? Спасибо. Добрый день всем. Артем, такой вопрос. Уже много было сказано о спортивном прошлом каждого из бойцов, о уличном прошлом или уличном опыте. Действительно, если учитывать тот факт, что Денис заслуженный мастер спорта по боксу, призер Олимпийских игр, мастер спорта по кикбоксингу, кстати, когда мы где-то на сборах там, на той же олимпийской базе, он врывается в борцовский зал, раскидывает всех бойцов, только Жан Беленюк и Коля Кучме могли его остановить. Это все про Дениса, но это не про настоящего Дениса. Потому что настоящий Денис действительно был в тех 500 поединках, которые были до того, как он надевал перчатки. Когда я пришел в зал, сказал, мы дальше будем драться на кулаках, он сказал, наконец-то. Все поединки Дениса, которые он проводил на голых кулаках, он называл дракой. Дракой на уровне криминала, дракой на уровне жизни и смерти. Драка, в которой для Дениса не было возможности выйти проигравшим. Ни разу в жизни Денис в своем сознании себе не позволял даже проскользнуть мысли, которая бы дала ему слабинку и шанс на то, что он может проиграть. Если кто-то следил за карьерой Дениса и смотрел один из его поединков на Олимпиаде, монгол против монгола, где Денис как бульдог сражался. Напомним, что на Олимпиаде, да, на Олимпиаде Денис единственный, кто провел 7 поединков. Правильно я говорю? Нет, там меньше. Это на мире было. На мире 7,6. Так вот, суть вопроса какая? Кулачные бои, Артем, для тебя это действительно спорт. У Дениса такого понятия не существует. Для Дениса спорт — это бокс, а все, что без перчаток, это реальная хулиганская, уличная, пацанячая драка. Драка, которая, еще раз говорю, в его сознании всегда граничит с криминалом. Оно у него, криминальное прошлое у Дениса есть, он был в местах лишения свободы. И да, у него очень такой, как раз очень плотный и большой такой багаж, который необходим для этого промоушена. Но Денис до сих пор не понимает, где он находится. Он думает, что он сейчас выйдет и будет боксировать. Но когда он выйдет, и либо раз пропустит, либо раз попадет, откроется его хищное чутье. То чутье, которое я видел у него на улице, то чутье, которое многие из нас видели по интернетам в роликах, где Денис убивал и высоких, и с габаритами, и с разной школой, и с твердой головой, и с крепкими руками, и с большими бицепсами, любых. Стук почтальона залетал аж бегом, люди откидывали, показывали, что у них на подошве. То есть, по сути,
ни габариты, ни твердая голова, а лишь индивидуальное мастерство и то, что здесь. В боксерском поединке для Дениса это спорт. Когда он снимает перчатки, для него это драка, криминальная драка. Драка на грани жизни или смерти. Поэтому насколько ты оцениваешь то, что для Дениса это действительно не спорт? Потому что у него не существует и в сознании то, что уже попробовал ты. Ты попробовал это как вид спорта, он это как вид спорта не попробовал. И будет на это сюда выходить как на драку, настоящую пацанячую драку. Ну, естественно, если бы Денис не был вот всем, что вы сейчас перечислили, мне бы этот бой был неинтересен. Посмотрите на бойцов, с которыми я дерусь. Я всегда беру самых лучших бойцов. Для меня выйти на какой-то бой, где там и так все ясно, что я выиграю, интереса нет. Нет интереса готовиться к нему, нет интриги, нет переживаний, нет этого. А как, что, как придумать, что сделать? Для меня именно в этом и есть интерес. А то, что вы говорите больших, я видел там какой-то один на ютубе его бой с алкашом с каким-то. И там на равных был очень бой. И тот чувак Беломора 3 пачки выкурил перед боем. Если бы у него кардио чуть побольше было, он бы еще Дениске там накачал, будь здоров. Вот, поэтому я не знаю, там, где вы говорите, пятки там чем меркают. Тот алкаш Дениске нормально навтыкал. Поэтому... Тёма, я смотрю, ты наблюдаешь за Денисом. А? Наблюдаешь за Денисом. Конечно, а как же? Он сейчас, тем более, когда бой уже объявлен, контракты подписаны. Конечно, я посмотрел там... А боксерские поединки смотрел его? Какие? Боксерские. И боксерский, конечно, смотрел. Последний бой смотрел. Я не знаю, там вы судьи очки купили или нет, потому что там концовка была. Денис там промахнулся совсем, а бой, гляжу, останавливают почему-то. Не знаю, вы там мексиканца какого-то, он там, походу, строителем работал, еще даже искупаться не успел, его уже в ринг запихнули. Да не, он в Мексике на голых кулаках дрался просто. Ну, вы просто должны понимать, что когда человек, да, Денис очень крутой спортсмен, тут вообще даже речь не идет, но у него уже 15 боев, на самом деле, не было настоящих боев. Дайте уже на чистоту говорить, да, по-честному. Это не настоящий бой. А когда ты давно не выступаешь, не дерешься с настоящими бойцами, ты забываешь, что это такое оказаться на ринге с человеком, который не готов просто так сдаться, который не готов раз и все, там, меня переехать. Посмотрите мои бои, я не сдаюсь никогда. Да, меня 2 раза удышали, усыпляли, руку ломали, но ни разу в жизни никто не заставил меня постучать и сдаться. Я не сдаюсь ни в боях, ни в жизни. И 19-го будет все точно так же. Меня переехать невозможно. Кто бы, с кем бы я ни выступал, всегда был сложный бой. Для любого спортсмена, любого класса. И здесь будет все точно так же. Кто победит, ну посмотрим. Пусть победит лучший. Но легко не будет, это точно. Ни мне, ни ему. Спасибо. Филипп, или подожди, там в очередь, Саш. Макс хотел сказать, потом Филипп. Все нормально? Продолжаем. Да, добрый день всем. Очень круто видеть такие мероприятия в нашей стране. Очень круто, что мы видим таких бойцов. И хочется задать вопрос вам о том, как же все-таки отреагировал на вот этот бой ваше окружение. И задать вопрос и Артему, и Денису. Ну, то есть, как отреагировали профессиональные боксеры, ваши друзья, там, это Усик, это Ломаченко, как отреагировало окружение Артема, там, тот же Конор и так далее, потому что я знаю, смотрел в СМИ, в соцсетях писал о том, что даже ирландская СМИ, которая принадлежит, насколько я понимаю, Конору Макгрегору, да, хотя я так понимаю, что в Ирландии практически все принадлежит Конору Макгрегору, да, оно сразу же написало об этом бое, и вот какие слова, какие комментарии давали эти люди? Давайте с Артема начнем. Ну да, то, что написали там медийный Конора, да, канал, ну это понятно, про меня пишут все медийные каналы, потому что в этом есть смысл, на этом зарабатывают деньги. Я вам хочу сказать больше, к примеру, только на интервью в моем бое с Полем Малинаджи и потом самом бою канала вот этот Маклайф заработал свыше $20 тысяч только на просмотрах. Поэтому в этом есть смысл. Когда я дерусь, мир смотрит. Вот, поэтому, да, поэтому отнеслись все нормально. Они знают, что если я что-то делаю, значит, это будет громко, это будет интересно. Просто так я не дерусь. Будет и оппонент серьезный, и будет и шоу серьезное, как и подготовка к бою, так и сам бой.
И небольшая ремарочка. Можем ли мы увидеть 19 числа кого-то очень интересного в вашем углу? Может, кто-то приедет и будет вам секундировать в этот день, кого очень бы хотели все увидеть? Ну, насчет Конора, сами знаете, у него бой 10 июля будет, причем тем более в Америке. Поэтому на тот момент он уже будет находиться в Америке, там же часовая разница очень большая, поэтому будет готовиться. Поэтому, скорее всего, я после своего боя полечу к нему туда. Спасибо, Артем. Теперь хочется этот же ответ услышать Скажем от Дениса. правду, да. Первый, кто узнал о поединке, это был Александр Усик. Он сразу согласился, сказал: Деня, красавец, но буквально через неделю он меня уже отговаривал. Также пересекался мой тренер Егор Голуб с Василием Ломаченко. Василий Ломаченко это поддержал и сказал, что это Дениса стихия. Ну, он, наверное, под облубио, ему это интересно сказать, чтобы -1 сразу ушел с рейтинга. Но, увы, да, те, у кого есть голова на плечах, они за этот поединок. У кого ее нет, то они сдрефили и спрятались в кусты. Спасибо. И, наверное, последний такой вопрос еще от меня. Скажите, для кого ставки в этом бою будут выше? Для Дениса, который, у него идет рекорд 15-0, да? Или так он и останется таким. Ну вот, или все же для Артема? Для кого ставки выше в этом бою? Я ж не ставлю рекорд свой, у меня нету боксерский рекорд, получается, в кулачном бою. Ты его не можешь притянуть сюда 15-0. И если у меня будет проигрыш, поражение, там, ничья, победа, то она и останется кулачного поединка. У Артема есть бои ММА и бои кулачных боев. Ну, то есть груз ответственности, в принципе, у вас... На нуле. На нуле. Что скажет Артем по этому Для поводу? меня груз ответственности всегда на нуле. Что такое рекорд? Вот что это вообще означает? Когда вы видите какой-то рекорд, цифры, что это такое означает? Никто в это особо не вдается, а мне больше что стоит за этими номерами, какие имена там стоят, какие были победы, так же, как и поражения. Вот. Поэтому у меня серьезный соперник, а я собираюсь устраивать огромное шоу вместе с ним, а там уже будет, что будет. Главное, чтобы людям понравилось и чтобы мы выложились по полной. И все. Я знаю, что такое рекорд. Это когда у меня 15-0, это я пизды давал, а у него это когда он получал. Спасибо за ответ. Да, хотел бы добавить, в этом поединке не проиграет никто, все будут довольны победителями. Организация «Украинский спорт», спортсмены, вы, Денис, Артем, все будут довольны. Но, Андрей, вопрос к тебе. Расскажи вообще историю зарождения идеи этого противостояния, как это все произошло, когда пришла эта идея и насколько было сложно или легко уговаривать ребят на этот бой? Сидели мы с нашими ребятами по Махачу и с Андреем, скромный человек, он сидит, сооснователь Махача, подвинулся назад, да. Сидели мы, общались касательно будущего, касательно каких-то идей. Мы сразу, наверное, как только начинался Махач, уже думали и знали, что Артем подерется у нас, как наш близкий друг, амбассадор Махача и так далее. И мы думали о том, какого бы оппонента выбрать. Было несколько вариантов, не буду там скрывать, называть не буду на данный момент. И потом мы сидели, общались, накидывали. Опять же, здесь же весовая категория. То есть там были вообще варианты, которые хотели с Артемом сами подраться, но они там далеко за 80. Там даже Женя Моряк на бодимании бросал вызов Артему, говорит, я хочу подраться, там нам в Инстаграм писал. Но, к сожалению, большая разница. И потом как-то так выскочила идея касательно нашего легендарного боксера Дениса Беринчика. Посидели, подумали. Потом Андрей сразу набрал близкого друга Дениса, который вот недавно давал нам комментарии, Дениса Перча. Мы встретились, поговорили, просто поговорили, никаких договоренностей. То есть интересно вам, не интересно, вроде так интрига пошла. И для нас было даже неожиданно, когда Денис проводил свой крайний поединок по боксу. Сидим, смотрим. Это футболка. Лобов, давай устроим драку. У меня глаза вот такие. Сразу я Артему сторис сбрасываю.
И Артем буквально через секунд 10, как я ему скинул, пишет «давай», выкладывает сторис «давай». Потом мы уже более детально начали встречаться, какие-то нюансы, детали оговаривать. Вот фотографии есть легендарные, где мы все сидим за столом. Так этот бой, как бы он и, наверное, организовался, и все это так создавалось. Еще один такой вопрос, Денис, вопрос к тебе. Украинский бокс сейчас переживает не самые лучшие времена, и сейчас много профбоксеров украинских, много профбоксеров хороших, но тяжелая обстановка в стране, тем более с этими ковидами, турниры сложнее проводить, боксеров много. Миру, да. Как ты думаешь, то, что ты сделал и принял вызов на голых кулаках, это даст новый виток развития украинскому боксу и для украинских боксеров, может, даст какую-то еще надежду, как дополнительная опция для заработка? Ну, в первую очередь, это виток и развитие, это мое будет, на моей стороне. И то, что зависит от, можно сказать, раскрутки самого поединка, как будут ребята, боксеры там, или про-боксеры, либо любители, сразу рынуться в Махач. Конечно, это круто, растормаживать какое-то движение, это новая ступенька и новый спорт, 21 век, уличный андеграунд. Занимайтесь, Добавлю, ребята. кстати, приезжал к нам такой уважаемый человек в сфере бокса Саша Красюк. Вообще нейтральный был разговор, и даже от него было удивительно слышать то, что он говорит, ну, бокс это круто, я сам, топлю за бокс, понятно, все мы знаем Сашу, но он говорит, ну, а Махача знают и смотрят все. Говорит, я, наверное, на данный момент, говорит, медийно, говорит, куда бы я пошел, это пошел бы в Махач. Неожиданно было от Александра Красюка такое слышать. Это вот, добавлю к комментариям Дениса. Может, потом бокс перерастет частично в какой-то Махач. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос, друзья. Фил. Во-первых, хотел бы сказать по поводу того, что для Дениса, как говорил его, наверное, друг, да, что бои на голых кулаках — это прежде всего какой-то криминал, улица и тому подобное. Хотел бы сказать, что сейчас все двигается в сторону кулачных боев, и не было бы Махача, если бы это все считали криминалом каким-то. Есть лицензии и тому подобное. Если бы этого не было, то так бы это все и осталось где-то там битвы в ангарах, да, каких-то. Все-таки это двигается все в сторону спорта. Если дают лицензии, то люди принимают это уже как отдельный вид спорта. Это одно. И вопрос к Артему. Это, наверное, для диванных экспертов и критиков, которые будут смотреть по ту сторону. Все-таки вопрос о клинче. Ты говоришь, какой клинч ты будешь использовать? Мы говорим о том клинче, который берется за затылок, правильно? За затылок. Ну, я имею в виду, да, шея, прошу прощения. Легендарный. Вот, но ты говоришь, что боксеры не умеют работать в клинче, но есть же такие моменты, когда боксеры клинчуют, правильно, друг друга под руки берут, и в конечном итоге какие-то удары, апперкоты прилетают по печени. Все-таки, мне кажется, боксеры умеют работать в клинче, или же... Как вот это мнение разъяснить, что такое клинч для тебя, и ты говоришь, боксеры не умеют работать в клинче. Очень интересно. Нет, ну в основном, когда боксеры клинчуются, это не для того, чтобы атаковать, а это наоборот, защитная, да, как бы реакция. К ним подошел там соперник, ты не хочешь с ним боксировать, раз его там завязал немного, подождал, чтобы судья раз развел, и в центре вы опять встретились, и началась драка дальше, да. Здесь же совсем другой, то есть клинч. Здесь разрешен клинч одной рукой, как вчера. Судья не будет его разнимать, он не будет нас растаскивать. Я так и буду продолжать работать до тех пор, пока не будет работать Денис. Но вот есть же у нас клинчи, да, и Коля Кеуш у нас есть, который очень хорошо работает по корпусу. И, Денис как бы намного профессиональней Коли. Коля еще молодой просто, поэтому. Вот. И по-любому же будет клинчевать и будет, возможно, пробивать тебя по корпусу, но этого никто не отнимет. Я рекомендую вот для любому боксеру, который, да, допустим, в этом, не знаю, попробовать просто пойти поработать, или там же с борцами, да, к примеру, там с классиками, или же с тайцами, и ты увидишь, что буквально минуту повозясь с ними в клинче, у тебя руки заливаются просто кровью, становятся тяжелой, и ты просто не знаешь, что дальше делать. Это совсем другая тема. То есть боксерский клинч и клинч там тайский или же... Сейчас на минуточку выровняю ситуацию. Василий Ломаченко провел со мной где-то, я с ним в спаррингах на протяжении 4-5 лет.
И вот Василий Ломаченко, он занимался различными видами спорта. Это и была и гребля, и борьба. И вот в тренировочном процессе там куча была борьбы, куча клинчей. И чтобы этот клинч реализовать, клинч, это будет хуинч. И я тебя буду разбивать на дальней дистанции. Я не знаю, где твои руки будут. Ты не сможешь ни одной рукой схватиться за меня, ни второй, потому что я тебе буду бить крюки, снизу поднимать, бить по животу и по ребрам. Да я как стена. Мне твои удары просто отскакивать от меня будут. Ну да, я легковес комар буду тебя жалить, разобью тебе глаза, что ты даже не будешь смотреть, куда. Да я как Жан-Клод Ван Дамм в «Кровавом спорте» буду тебя лупить. Красавец. Спасибо вам, ребят, большое. Спасибо за такие ответы. Очень интересно за вами наблюдать. Спасибо. Сзади вон парень, Влад, да. Артем, к тебе вопрос. Супер уверенная риторика сейчас по поводу боя. Но, понятно, это своеобразное психологическое давление, но в спорте все бои происходят под вопросом «а вдруг?». Ну, то есть может случиться все. Мы уже сегодня тоже не раз говорили, что от одного удара может измениться все. И, предположим, так сложилось, что ты проиграл там прямым ударом. Как изменится твоя риторика после этого? Не знаю, давайте поживем, увидим. Для меня главное, вот настрой мой на бой, это идти вперед и рубиться. Чтобы этот бой взорвал весь интернет, чтобы все об этом гудели, чтобы все об этом говорили. Это самое главное. А все остальное, это уже так, второстепенно. Приходящее и уходящее. А перегореть не боишься? А? Перегореть не боишься? Да не, куда мне перегорать? Я выступал, был мейн-ивент в UFC выступал, был ко-мейн-ивент в UFC, был финалистом Ultimate Fighter. Для меня это все не новая тема, мне тут гореть нечего. Но когда выходишь в ринг, все предыдущие достижения, они как бы аннулируются. Ты выходишь на бой сейчас. И, то есть там не получится нивелировать все там, тем, что был мейн-ивент или там побеждал того или другого. То есть все решается в моменте. Конечно, но рубиться буду, а там говорю, что будет, что будет. Еще несколько раз сегодня звучало про то, что там судья не будет растаскивать, будем в клинче рубиться. Мы знаем, что наш судья Александр Мисюр, он супер строгий, он не дает проводить грязные бои, там, не дает какие-то из-под тяжка удары. А если вот начнется такое возило в клинче, тебе больше все. Александр скажет, я вас растаскиваю. На Махач приходить, посмотрел бы, как в клинче, в тяжах было очень весело. Да мне нет, Ростик фотку сегодня присылал, все лицо зашито. Грязного я ничего не собираюсь делать, потому что я всегда работаю в рамках правил. За все мои бои, сколько не было, мне ни разу не сняли баллы, не оштрафовали ни за что, ни разу не пропустил вес. То есть я всегда работаю в рамках правил. За это уважение. Спасибо. Андрей, вопрос еще к тебе. Да. Такой бой — это не только классное спортивное событие там, для бойцов возможности, это также возможность для лиги сделать огромный пуш в ее развитии и правильно воспользоваться этим моментом там, хайпа и всего внимания, которого к нему, так сказать, привито, да. И есть ли какие-то уже мысли о том, как будет дальше действовать развитие, потому что сейчас интернет-зритель, он очень голодный, он очень, так на украинском, прескипливый, и для того, чтобы его удержать внимание, надо часто его кормить такими какими-то классными боями, постоянно прививать его внимание. Есть ли какие-то план развития после этого боя, там, краткосрочно или среднесрочно на будущее? Ну, на самом деле мы довольно молодая организация и тоже постоянно анализируем свои ошибки. Но я, наверное, с какой-то прям уверенностью могу сказать, что среди всех там поп-ММА, кулачных промоушенов за всю историю их недолгого существования это самый яркий, самый громкий бой на всю территорию СНГ и не только, на данный момент. Я думаю, мы даже там с Барнаклом можем теоретически где-то потягаться. В дальнейшем, конечно, на самом деле мы хотим посмотреть сейчас, как это все пойдет, что это нам даст. Понятно, потому что это большие риски для нас, так как, опять же, гонорары этих двух машин довольно, скажем, значительные для нас на данном этапе. Мы думаем проводить подобные поединки систематически, но также один из наших ключей – это то, что мы выращиваем своих бойцов и своих чемпионов. Ведь, опять же,
Артем не даст соврать, Беринчик, Денис не даст соврать, что, опять же, все когда-то были молодыми и так дальше. Нам бы хотелось, чтобы у нас был также костяк бойцов Махача, который с нами с самого начала и будет уже там до звездных вершин продолжаться. Также мы сейчас хотим, не знаю, скажу немножко наперед, развиваться на территории СНГ. Опять же сказал, в Украине мы идем хорошо, практически, ну не практически, фактически мы в лидерах, так и есть. Нам интересно как бы Беларусь, Казахстан, возможно даже с русскими бойцами подраться. И думаю, в ближайших планах мы поедем из этих стран, привезем именно команду какую-то из бойцов, представителей какой-то конкретной страны. Потому что есть заявки какие-то, но если мы локально вытащим одного бойца с Беларуси, его не поддержит вся его страна, вы же сами это понимаете. Подерется один белорус, все. Так у нас дрался Памирский гладиатор, это боец Таджикистана. Он подрался, все, это все затихло. Надо делать это на постоянной основе. Сейчас будем, наверное, выезжать и привлекать бойцов с других стран. Ну, также звездные поединки планируем, но сейчас наперед не хочу говорить. Мы как бы Махач, как бы за четкость и уверенность. Вот сидят два бойца, и мы знаем, что они будут драться в прекрасной организации Махач. Так и в дальнейшем будет. Я еще вдогонку развиваю эту тему про наращивание собственных звезд. И в медиа ходили такие слухи, что вот бои классно проходят, но нету этого продолжения, там пресс-конференции после первого сезона была, после 2 последующих пока не было. И для того, чтобы раскрыть медиа каких-то героев, классно показывать их там жизненную историю, там историю прихода в бой, кроме того, как перед боем показывают, когда на стульчике рассказывают, почему они пришли в этот бой. Планируется ли в этом направлении развития там какой-то более таких историй снимать? Безусловно, согласен полностью со всеми словами. Много людей нам об этом говорят. Скажу от себя такую немножко предысторию. Вот бойцы, которые дрались в первых сезонах, они залетели такие, все звезды, подрались, но они даже не того уровня, которые дрались вот бойцы вчера. Артем видел, и Денис был на этих боях. Звезды первого-второго сезона, это вообще уже, они улетают в первом раунде в нокаут. Команда мини там, давайте, мы верим, что вы восстановитесь и начнется у вас белая полоса. И много кто из этих бойцов, которые на первой пресс-конференции были, они сгорели просто. Вот там Бурый, Илья Сысоев там, и другие бойцы, он говорит, это не мое, говорит, не мое это и все. Планируем мы снимать пресс-конференции, просто также скажу, что у нас гран-при сейчас были отборы, то есть 1,32 в среднем весе, это 64 бойца. Ну как ни крути, как это все отснять, это просто, не знаю, можно сериал снять на 3 месяца, притом легкий вес 1,16 и тяжи 1,8. Я думаю, как раз перед ивентом, который будет 19.06 или уже после него, когда это будет 1,8, там 1,16, 1,4, мы уже как бы есть пул бойцов топовых, которых мы можем собрать, со всеми проработать и можем отснять. В ближайшее время из хорошего, чем-то могу порадовать, мы соберем топовых бойцов, там порядка 10-12, из которых будет формироваться костяк Махача. И есть у нас в планах такая идея, как вывести их, скажем, в горы, да, и сделать тренировочный лагерь. И опять же, мы подснимем там о них информацию какую-то. То есть была идея ездить к ним по домам, но мы не сможем. Это будет, опять же, все очень долго. Лучше собрать их топовых, заодно потренируются, отдохнут, чего-то научатся у наших звездных тренеров. И мы о них снимем короткие ролики, которые потом вам покажем. У меня не вопрос, у меня больше слова благодарности одному Андрею и второму за то, что делаете такие бои и даете возможность людям наблюдать за такими боями, потому что все в промоушенах делают, хайпят на чем? На блогерах в основном. Это вот мои бои, да, которые один бой, который был, второй не состоялся, соперник слился. Вам огромное спасибо, что вы даете возможность смотреть на таких профессиональных бойцов. И хотел бы сказать диванным экспертам и зрителям подписываться на канал Махач все-таки, ставить лайки и ставить абсолютно все колокольчики, чтобы вам приходили уведомления, и вы дальше продолжали следить за новыми боями Махача. Спасибо. Спасибо большое, Фил. Следующие вопросы, друзья. Подожди, Виталь. А давайте послушаем мнение нашего уважаемого рефери. Саша Мисюра, сидит скромный здоровяк. Какие бы настановления, может быть, дал? Твои ощущения от данного поединка? Судить, кстати, будет в ринге
дядя Саша, он же Александр Мисюра. Всем здравствуйте. Здравствуй, Андрей, Артем, Денис. Наставление, ну, собственно, вот я сидел, слушал. Ребята все сказали, все подтвердили, что бой будет яркий, честный, никакой грязи в нем не будет. Ну, собственно, при их-то, скажем так, рейтингах это, в принципе, недопустимо. И каждый уважающий себя спортсмен не позволит себе, да, грязный какой-то бой показать на таком уровне. В целом, да, я скажу, что, наверное, будет в первую очередь нелегко мне, потому что вот это напряжение, вот, которое будет в мешкогоне, как мы его называем, ну, как бы я не перегорел. Вот. А в целом очень даже будет интересно. Я как бы себе миллион раз, скажем так, моделировал ситуацию, как это должно проходить, как это будет проходить. Но одно дело, ребята, которые, как ты говоришь, взрастают у нас, они кто-то вот даже с каждым сезоном у нас все немножко по-другому. Вот мы все видим судейство. Я надеюсь, что вот после вот этого уже мы уже вышли мы разобрали все подводные камни, которые могли быть. И учитывая профессионализм обоих, я думаю, все будет очень ярко в стиле Махач. Спасибо, Саша. Виталику можно микрофон передать, пожалуйста? У меня вопрос по подготовке. Я подозреваю, что Денис будет готовиться по системе Анатолия Николаевича Ломаченко. Это 3 раза в неделю. На самом деле это утром, днем и вечером, с понедельника по пятницу. У нас накатанная ситуация. Мы готовимся уже на протяжении 6 лет, за 8 недель. Сейчас мы знали поединок, что будет за 10, и, в принципе, уже за 10 начали подготовку. Не, я имею в виду 3 тренировки в день. Да, там будут такие. Там есть у нас общефизический сбор, там, где набираем мы обороты, и общефизические. Лиман будешь переплывать? Ну, Лиман нет, но Буковельские горы будем одолевать. Хорошо, спасибо. И такой же вопрос к Артему Лобову. Какой у тебя график подготовки? Ну, максимально подробно, если можно, потому что это очень интересно. Там спарринги, физо, сколько раз в неделю и тому подобное. Да, спарринг обычно делаю раз в неделю. И у нас такой формат спарринга, мы наиболее приближенно делаем к бою. То есть ты приходишь со своим спарринг-партнером, не разговариваешь, у него свой угол, у меня свой угол. Спарринг идет на протяжении того, так же, как и будет и бой. То есть ни музыки, есть зрители, то есть другие ребята смотрят, чтобы дать вот это дополнительное волнение. Потому что волнение же во время боя не из-за самого боя, а волнение из-за того, что много глаз на тебя смотрят. Поэтому, чтобы к этому привыкнуть, у нас во время спарринга присутствуют зрители. Вот. Ну, а так, да, тренируюсь по 2 раза в день. 1 день выходной, массаж, там, сауна, восстановительные работы. Ну, я имею в виду, есть цикл подготовки физика изначально, то есть там месяц или 2 мы там делаем пробежки, плавание, качалочка, и потом уже идут чисто техника, спарринги. Или 1 день, допустим, техника, 2 день физика. Как? Вот любители тренируются, допустим, понедельник, среда, пятница у нас бокс, вторник, четверг, суббота мы там бегаем. Ну, там нужно по-любому на протяжении всего отрезка, всей подготовки физику делать. Что ты потом перестанешь кардио делать? Ну, здесь кардио очень важно. Особенно вот именно в таких боях. Ну, в любых боях кардио важно, но здесь очень это тоже важно, поэтому я буду это делать на протяжении всего подготовочного лагеря. Артем, а какой самый длинный кросс, который ты бегал, и какой самый длинный заплыв, который ты делал? Ну, если честно, я заплыв обычно там по времени делаю, да, к примеру, там разные дни там разные бывают, там, к примеру, час плаваешь, там я дистанцию, ну, не считаю. Бегать я вообще, допустим, не бегаю. Ну, потому что у меня там проблемы есть с коленами, недавно операцию тоже делал, мениск удалял, а бег очень сильно как бы влияет на это. И плюс я же не только по боксу, да, выступаю, то есть по кулачным боям, еще и по ММА, поэтому колени нужно беречь. Вот, я лучше плаваю, там, велосипед, гребля. Твое сердце, оно же для него нет разницы, бежишь ты там или плывешь. Оно качает кровь. Вот, поэтому самое главное, там, какие интервалы ты делаешь, то есть сколько по времени, какое у тебя там сердцебиение. То есть вот что самое главное в этом, а не именно бежишь ли ты или плывешь. Хорошо, спасибо за ответ.
Да, еще есть один вопрос. Сегодня говорили о том, что бой будет по правилам Махача, рефери будет Александр Мисюра. Я хотел бы спросить еще такой момент, который интересует, о котором еще сегодня не говорили, не спрашивали. Это, наверное, к Андрею больше вопрос, ну и к бойцам тоже. Бой будет идти полностью по правилам Махача? Это будет бой 3 раунда по 2 минуты или же... Я уже отвечал ранее, 5 по 2. 5 по 2, да? Все, тогда вопросов нет. И возможно ли ничья в этом бою? Как результат? Экстра раунд, там подсказка. 6-й экстра раунд, да, ну. Возможно ли ничья в этом бою? Невозможно. Нет, ну, я немного отвечу здесь, да, за Андрея. То есть экстра раунда здесь не будет. Все-таки у нас более спортивный формат, да, мы будем соответствовать формату BKFC, они все-таки задают темп, и нужно этот формат соблюдать, да, особенно в бое такого уровня. Потому что, если на самом деле посмотреть, даже в BKFC боя такого уровня еще не было. Нужно здесь отдать должное Денису, да, то есть он действительно очень именитый, высококлассный спортсмен. И это показывает, что развитие голых кулаков идет, раз такие спортсмены заинтересованы в участии на голых кулаках. Спасибо. А у меня вот тоже вопрос к Андрею. За что именно? Вот есть в боях различных, там даже в UFC, дают пояс, дают медали, кубок, поезд с конфетами, да? Что будет у нас на кону, помимо наших гонораров? Пытается раскатать нас. Чувствуется школа Дениса Перча. Вообще нет. Ну, на самом деле, друзья, это же рейтинговый поединок. Вы не деретесь ни в рамках гран-при, ни в каком-то там, не знаю, чемпионском поединке. Но, думаю, для вас наша организация что-то придумает. Чисто из-за твоей просьбы. Так, Денис, договоримся потом. Вместо гонорара. 2008 года. Все, порешали. Я думаю, какие-то, не знаю, там, презенты, сувениры, что-то может, ну, не может, точнее, мы уже готовим, но ты увидишь потом. У нас такие серьезные гонорары, что я думаю, больше ничего уже здесь не надо, можно самим все будет купить после этих боев. Согласен. С менеджером, да, Жень? Конечно. Не, что-то будет. Пижон хочет сказать. Дэн, у меня вопрос к тебе. Как ты будешь бить Артема, если он воспользуется твоим подарком? Ты же ему сам козырь в руке дал. Какой будет подарок там у него? Нет, у меня вопрос к тебе. Как ты будешь бить Артема, когда если я он ему воспользуется и закидуху делаю? придет Я со думаю, у своими него вещами? будет сегодня вечерний пивасик какой-то, умань пива, и он его сегодня раздавит. Безалкогольного. Ну, тоже вариант. И вопрос к тебе, Артем. Зачем ты подарил ему футболку? Ты хочешь, чтобы он не спал и помнил о тебе? У меня есть уже одна футболка. Если мне дарят подарок, я же не привык с пустыми руками. Поэтому я вернул. То есть заранее вы знали, что Тут будет легкий обмен? намек на танцы с зерками. У меня такое ощущение, у вас знакомство происходит. Слушай, ты мне тоже футболку дарил. Я даже, когда твой поединок был, в ней стоял. Ты мне дарил. Ну, вообще, давай начнем Не, с не этого. дарил, да. Давай начнем с этого, что ты как сказал перед боем? Я одел футболку в поддержку Вовы, потому что он мне сказал, что даст... А, что ты меня побьешь? Ну, конечно, боюсь тебя. Дарил, значит. Вот видишь? И Артем тоже боится тебя. Друзья, есть еще? Макс, пожалуйста. Наверное, мы не обговорили сторону денежную по поводу гонораров. Я знаю, вряд ли их сейчас озвучите. Пересаживайся к Денису, пожалуйста. Не-не-не. Я имею в виду к тому, что Артем, это будет самый твой большой гонорар в карьере. И еще один такой момент. Этот вопрос был похожий на Кушах был, на Большом Куше, на прямой трансляции. Как ты думаешь, этот бой по значимости, по пиару, по ажиотажу сможет переплюнуть твои бои в Bare Knuckle FC?
Я думаю, да. Я думаю, в плане ажиотажа будет очень интересно. Во всяком случае, допустим, странам СНГ этот бой будет очень-очень интересен. Да и в мире, я думаю, тоже будут смотреть. Русский молот — это бренд. Все знают, что когда я дерусь, будет жарко. Поэтому, когда я дерусь, мир смотрит. В плане гонораров, да, это один из... близок к тому. Здесь сейчас трудно сказать, потому что часть гонорара выплачивается от процента pay-per-view, да, продаж. Поэтому, естественно, здесь трудно сказать, насколько будет высок гонорар, но он будет большой. Говорить я больше не буду, а то не будешь ночью спать. Кстати, ты это говорил, помнишь, самое первое интервью мы с тобой записывали, ты так точно такую же фразу сказал, и я потом год имел проблемы со сном. И такой вопрос еще последний, что наверное, на что потратите или какую первую покупку сделаете, когда получите гонорары? Это вопрос к обоим. Когда у человека появляется семья, есть дети, то тут уже на себя особо, это уже то, что останется. Да. В первую очередь это на ребенка, на его будущее. Благородно, достойно. Денис. Достроим дом для мамы. Также аплодисменты. Передайте Алексею, пожалуйста, микрофон. У меня еще два вопроса. Первый вопрос к Денису. Рассматриваешь ли ты после этого боя дальше выступать на кулаках, или твой следующий поединок будет по боксу? Я думаю, если предложения не будет по боксу, то почему бы и нет, быть еще оставаться в теме и в спорте. С удовольствием продолжил бы. Спасибо. И вопрос к Артему. Понятное дело, что когда Денис снимет перчатки и тейпы с рук, будет очень большая скорость, комбинационная работа. Клинч поможет реагировать на комбинации? Клинч поможет замедлить скорость. Потому что когда скорость, ты просто перед ним стоишь, да, руки действительно летят. Когда же ты в клинче выбираешь определенный угол, ты уже знаешь, более проще определить, откуда идут удары. Да и там размахнуться сложнее в клинче. Тем более, если ты не понимаешь, как и что происходит. Поэтому клинч по-любому помогает. И плюс, после работы в клинче, как я уже говорил, руки наливаются кровью, то есть заливаются, становятся тяжелыми, и скорость замедляется значительно. А почему ты так уверен, что Денис будет с тобой возиться и давать держать себя за руки? В боксе есть такая штука, как ближний бой, как закручивание. Я не думаю, что он будет стоять перед тобой. Почему ты так уверен? Вопрос в чем? Почему ты так уверен, что клинч поможет в ближнем бою с боксером? Это мой геймплан, а там уже как будет, так будет, понятное дело. Но вот из того, что я видел, к примеру, на Махаче и вообще в BKFC, сколько раз я не видел боксеров, когда они попадали в клинч, то они немного терялись и не знали, что там дальше делать. Поэтому, судя по тому, что я раньше видел, то я считаю, что у меня должно получиться. Плюс, чтобы выйти из клинча со мной, так как у меня будут габаритные преимущества силы, будет еще сложнее. Возможно, он это сделает, но в процессе, выходя из клинча, он затратит очень много сил, и потом я использую этот момент. Денис, и еще один вопрос. Сразу комментарий после высказывания. А ты считаешь превосходство у Артема в габаритах, в силе, то, что он только что сказал? Я думаю, они есть незначительные, но его рост не такой уж большой, и размах рук, и также, да, и весы у него. У меня такие же спарринг-партнеры, которые будут бедными, и я их буду пиздить днем и ночью. И 19 числа смешно не будет, а будет жесткий Махач. Спасибо, спасибо. Вам удачи, ребят. Еще вопросы, друзья? Паша, крепче стали. Добрый вечер. У меня вопрос к двоим. А может быть реванш в ММА? Вот это поворот. В Махаче будет ответвление, реванш в ММА. Опять Денис подсказал, да? Как, Денис, ты готов? Давайте после Махача мы решим на твой вопрос, ответим сразу. Я думаю, это будет последующий у всех. Куда дальше, куда вы, ребята, будете Ну, тебе было бы интересно, потому да, что... я думаю, да. Да. ММА, да, мне интересно. Борьбе. Артем?
Ну, я думаю, боксеру в ММА перейти немного сложнее, займет дольше времени это, да, все же там и борьбу, чуть и грэпплинга, и там все остальное, там удары ногами, коленями, Но мы слышали, локтями. что Денис универсальный, он и борется, и ногами может побить. Чемпион Украины по кику. В каком году? 10-9. Ну, я-то не против, я-то только за, как бы, ну... Андрюх, к тебе вопрос. Ответвление будет? По классическому сценарию отвечу. Мы думаем над тем, как развиваться, и вопрос хороший и уместный. У нас много бойцов, представителей ММА, тот же там Антон Радько, берсерк, которого Булгаков, заслуженный мастер спорта, через печень нокаутировал. И вот они, знаешь, часто вот пишут и даже просят касательно того, чтобы, возможно, у вас когда-то появится ответвление ММА, и мы бы там себя ярко показали на голых кулаках. Но опять же, нужно смотреть. Я думаю, мы сейчас просто посмотрим, как у наших соседей с России будет это все происходить. Они сейчас запускают эти истории. Но опять же, наша основа — это кулаки ближе к боксу, в стойке, красиво, технично, зрелищно. Опять же, что вот лично, не знаю, можете меня там помидорами забросать, можете поддержать, что лично. Вот мы с Андреем на многих как бы вечерах поединков красивых присутствовали. Он даже у Дениса здорового, он там отошел, он организовывал это. Все классно, вот когда бойцы дерутся, в стойке рубятся, но когда начинается вот это вот валяние по 5, по 10 минут, ну, это не так зрелищно, и мы, опять же, так публику не завоюем. Поэтому, возможно, то, что они поснимают битки и будут на кулаках, чуть-чуть эту ситуацию исправит, но то, что я видел в подпольных таких боях, вживую, которых там нет на Ютубе, в принципе, то же самое. Поэтому надо хорошо это проанализировать, покрутить, подумать. Конечно, когда такие бойцы, это в любом случае, я не знаю, хоть они в хоккей будут играть друг против друга, это будет круто. Но как делать отдельную ветку ММА, подумаем, посмотрим. Пока неоднозначно. Спасибо за ответ. Всем удачи. А хотелось всех поблагодарить за присутствие на этой нашей пресс-конференции. Всех ждем 19 числа. Событие это должно быть скоро. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. Лайки, комментарии. Да, комментарии. Давайте еще следите за бойцами, да. Вечера стердаун сделаем. Еще один. Ну, вчера был, давайте еще один. Вот сюда, пониже, пожалуйста, господа. Прямо туда, да? Ну, да. Прыгай. Друзья, можете Что снимать, так, конечно. Все, здесь уже можно. Платформа. Пожалуйста. Они на стартдаун вышли позировать. Давайте, злостный взгляд, злостный прям, суровый. Можно еще руку лечь взять. Полещу. На уважение. Настоящие чемпионы. Давайте еще раз поаплодируем этим машинам. Пожелаем им удачи, хорошей подготовки. И спасибо, что были сегодня с нами, друзья. Всем махач.